Снова новое видео, номер 28. Теперь я делаю нумерацию. И я сделала себе любимый напиток этого лета фраппе. Обожаю теперь его. Ни один день мне не обходится без этого напитка. У меня на подпевке чайки стамбульские. Немножко сегодня ветра, что дает мне приятное ощущение и расслабленное состояние. И хочу в этом прологе, как и обещала, ответить на некоторые вопросы и рассказать про себя и про мою жизнь. Говорить я могу долго, вы, наверное, уже поняли это. И я постараюсь себя контролировать, отвечать по делу, может быть, не сильно эмоционально, но чтобы за короткое время сложилось какое-то понимание дела и вопроса. Это если серьезно. Ну и самый, наверное, первый вопрос. Коли моя страница связана все-таки с Турцией и Стамбулом, кто я, что я и почему я здесь. Давайте, наверное, начну с самого начала, чтобы не прыгать от одного вопроса к следующему. Просто кратко расскажу историю своей насыщенной жизни. Итак, меня зовут Альбина, моя фамилия Шенол. В прошлом я была Кузнецовой. Также у меня была кличка, точнее псевдоним Кухнецова, с которым я сотрудничала много-много лет. А по девичеству я Насырова. Вот такая интересная история. Мне 43 года, в сентябре будет 44. Проживаю я в городе Стамбул 4 года. В июне месяце, как исполнилось 4 года. Сама я из России, гражданка Российской Федерации. Родилась и выросла в городе Магнитогорск, Челябинской области, Уральский федеральный округ. Что еще? По национальности я чистая татарка. Мама татарка, папа татарин. У меня есть старший брат и старшая сестра. У меня есть дочь, которой 20 лет. У меня есть один бывший муж, один настоящий муж. Бывший муж русский, настоящий муж турок. Что еще? И давайте, наверное, плавно перейдем к роду деятельности, почему я в Турции. Это все взаимосвязано. Я последние 15 лет занимаюсь кулинарией исключительно. Вообще по образованию я бухгалтер-аудитор. По профессии бухгалтер работала порядка, наверное, 7-8 лет. Наверное, точно уже не могу вспомнить. Работала на крупном предприятии в городе, калькулировала себестоимость метизов, как ни странно это звучит. Далее я ушла в декрет. После декрета я уже в профессию не вернулась и стала искать себя. Пока искала себя, перебрала много всего. Отучилась на фотографа, работала фотографом. Работала несколько лет в туризме, занималась туристическими турами, разными направлениями. Оттуда пришла моя любовь к путешествиям и, наверное, любовь к разной кулинарии разных стран пришла именно оттуда, из этой профессии. Потому что я успела попутешествовать, поездить по миру, плюс с бывшим супругом мы часто путешествовали, особенно по Азии. Зимовали периодически там. И я стала пробовать разные кухни мира и понимать, что почему я не могу попробовать это дома. Хотя страсти и любви к готовке у меня никогда не было до этого. Чему моя мама стала далее очень удивляться, откуда такая любовь. Хотя, конечно, татары народ готовящий, очень вкусно любящий покушать, поесть. Это не отнять, особенно выпечку. И как все равно мама удивлялась, откуда в тебе столько этой любви к кухне, кулинарии. Ну вот, отвлеклась дальше. После туристического агентства я постепенно начала, я даже не помню, у меня как снег на голову свалилось это желание делать какие-то сладости. Хотя я вообще этого не умела делать. Я начала пробовать печь торты родственникам на праздники. И как-то так оно раз, и вытекло все это куда-то в надомного кондитера. В общем, я сколько-то лет занималась десертами на заказ, работала на дому. Параллельно с этим я изучала кухню мира. Я просто максимально погрузилась в эту тему.
Я покупала разные кулинарные книги, я смотрела разные программы день и ночь. И плюс параллельно к этому я вела всегда социальные сети, разные каналы, разные группы с кулинарными рецептами. Все это, наверное, продолжалось, наверное, 15-20 лет. Поэтому, в общем-то, у меня язык подвешенный в этом смысле и какой-то опыт есть и знания. И, вы знаете, когда ты какие-то прикладываешь усилия к чему-то, даже не имея какой-то конечной цели, всегда во что-то это выливается. И в какой-то момент я перешла почему-то из тортиков дополнительно в кейтеринг. То есть я стала делать какие-то боксы с закусками, в общем-то, какие-то интересные вещи каким-то вечеринкам. В общем, все это называлось кейтерингом. И в какой-то момент я придумала себе такой псевдоним. Я Кузнецова по фамилии, по мужу была. И переименовала себя в Кухнецову. Мне это так нравилось, все были в полном восторге, все мои группы назывались Кухнецова. И так оно ко мне приклеилось, что очень многие люди даже были в шоке, когда узнали, что я вовсе не Кухнецова. Все думали, что в паспорте написано именно так. Далее пришел новый этап. Меня пригласили знакомые на телевидение в нашем городе. И я вела свою рубрику «Кухнецова», где я встречалась с шеф-поварами ресторанов, и мы готовили на их кухне какие-то блюда. А дальше меня пригласили вести кулинарные мастер-классы в одном месте в нашем городе. В общем-то, проработала я с ними, наверное, несколько лет. А далее уже перешла на частные мастер-классы, то есть где я сама все организовывала туда полностью в одной кулинарной студии. И продолжалось это достаточно много лет. Получала огромное от этого удовольствие. Надеюсь, и гости, которые приходили ко мне на мастер-классы тоже. У нас такой был взаимный обмен энергией и любви. И в какой-то этап вот из всего этого времени ко мне пришло предложение внезапно вступить в один проект по открытию кафе. То есть там не нужно было каких-то больших денег вкладывать. Ну, какие-то деньги, конечно, нужны были, но они не были такими огромными. И в целом это для меня было какое-то открытие, потому что я именно так не планировала дальше развивать себя и свое направление, но я не отказалась, я взяла паузу подумать. И как-то так раз, и мы открылись через какое-то время, наверное, через полгода после вот этого предложения поступившего. Проект этот был интересный, для нашего города новый. Я вообще всегда очень любила заниматься завтраками. Такой первооткрыватель в городе был, наверное, с этим направлением. И мы открыли проект из 3 составных: кофе, сыр и еда. Сыр, кофе, еда, в итоге этот проект назывался. Я занималась полностью едой. Мы делали завтраки. Было сложно. То есть я отвечала полностью за еду в заведении, другая девушка занималась полностью кофе, и третье направление было сырное, то есть были крутые сыры, то есть это уже другие люди занимались, и все мы на одной площадке привлекали гостей, то есть это было классно, классная идея, они до сих пор работают также в том же направлении, я за них очень рада, у них все хорошо. Ну, так сложилось, что мы просуществовали несколько лет. В принципе, все было отлично, проект рос. Первое время я всем занималась полностью сама. Я была и повар, я была и сама себе директор, я была и сама себе бухгалтер, я сама себе уборщица, я сама себе закупщица. Это сложно, это очень сложно, это огромное количество энергии и сил уходит на это. С таким моментом, что даже некогда отдохнуть. Я работала 7 дней в неделю, с 5 утра до 12 ночи практически. Надолго мне не хватило, конечно, я стала брать какие-то выходные, но не в этом суть. В общем-то, постепенно проект рос, и где-то, наверное, через полгода, может, больше, я взяла уже поваров, официантов, и прошло несколько лет, и пришел ковид. И сами понимаете, что ковид привнес очень много горя, боли и разочарования каких-то в жизни людей, особенно связанные с финансовой частью. И так сложилось, что проект я закрыла.
Чем заниматься дальше я не знала. У меня была полноценная депрессия, выгорание, усталость. Я стояла на каком-то перепутье. Но я взяла паузу где-то в полгода, чтобы прийти в себя. Я занималась дома кейтерингом дополнительно, чтобы были какие-то финансы. В то время я уже развелась с первым мужем. Мы жили вдвоем с дочкой. И за это время я как-то подуспокоилась. А вообще, если честно, в глубине души я всегда мечтала жить в другой стране, а не в России. Я всегда мечтала об Италии. Я часто туда путешествовала. И это была моя такая заветная мечта жить в Риме. Но она не исполнилась. Вот. И как раз-таки, когда настал ковид, до этого я планировала через Грецию ехать в Рим на месяц, на полтора, чтобы понять, как я могу там осесть, найти работу, может быть. В принципе, с моим опытом, я думаю, меня бы куда-нибудь взяли. В общем-то, у меня были такие идеи. Но судьба сложилась иначе, и в итоге я уехала жить в Сочи. Это такой южный город Российской Федерации, который находится на самом юге, и курортный город. Я туда переехала благодаря своей подруге, которая уже там в то время жила несколько лет, и, в общем-то, она меня позвала, говорит, помогу, чем смогу. Спасибо ей огромное. И, в общем-то, я очень быстро решила этот вопрос. То есть у меня, вы знаете, идея фикс, окей, я перееду. Я очень легко это сделала. Я продала машину, я продала какие-то вещи, я быстро распродала все оборудование с кафе, всю посуду. Это было вообще несложно. Я очень легко распрощалась со всем, что было в моей жизни. В этом смысле я смелая и отчаянная, это да. Иногда мосты горят, иногда даже слишком быстро. Потом иногда кусаю локти, но у меня такой характер. Вот, и в итоге я переехала в Сочи. В Сочи я прожила 2 года. Я работала поваром и потом дальше старшим поваром уже была на итальянском производстве на одном. Продуктов, конечно, питания и блюд разных у одного итальянского шеф-повара Фабрицио Фатуччи. Но в какой-то момент я поняла, что я очень сильно устаю, я выгораю. Я в тот момент как раз жила одна в Сочи. Это морально очень сложно, потому что дочка оканчивала школу в Магнитогорске. И я поняла, что это не мой город. Сочи прекрасен, красивый, потрясающий, яркий, тропический город. Но это не мое место жизни, и это не мое место души. И тут я начала опять какой-то поиск в себе искать, что мне дальше делать. И опять же, у меня не было мысли переезжать куда-то. Я думала, что просто сменить направление, может быть, заняться каким-то бизнесом там. Я начала искать себя опять. И произошел звонок внезапный. Мне позвонила одна знакомая приятельница, с которой мы не общались около 2-3 лет. И как-то так в разговоре она мне предложила переехать в Стамбул. Про Турцию и Стамбул я вообще никогда не думала, вообще от слова. И я даже удивилась этому, но решила попробовать. А почему нет? То есть я такие знаки не выкидываю. Я их хватаю, и я понимаю, что это не просто так происходит. Это не случайность событий. После чего я взяла паузу, подумать пару недель. И поговорив со своей семьей, мы приняли решение, почему бы и не попробовать. Как я и говорила, будет длинное видео, потому что такие истории за 2 минуты не расскажешь. Но я думаю, что я сделаю это один раз и дальше просто повторяться не буду, чтобы не занимать наше с вами экранное время, эфирное. Вот. И в Стамбул я переехала за полгода. То есть я подготовилась основательно, скажем так. Но без особого запаса, за пазухой, скажем так, с котомочкой со своей. Но звезды так складывались, что мне все помогало вокруг, и это потрясающе. Я всегда доверяю себе и Вселенной, и она мне помогает в этом, когда я ей верю и доверяюсь ей. Это очень здорово. А потом через какое-то время я вспомнила, это очень важно, я считаю. Много-много лет назад я побывала первый раз в Стамбуле. Я тогда еще была замужем за первым мужем. У меня, по-моему, еще дочка была совсем крошкой маленькой. И мы поехали с семьей отдыхать в Стамбул с сестрой по работе по ее на 2 недели аж. Я просто попросилась, что хочу попробовать увидеть новый город, попробовать, что это такое. И мы приехали в Стамбул. И за это время, за 2 недели я влюбилась в него. Я заболела им.
Я помню, я приехала, я начала слушать музыку, искать какие-то фотографии о нем, какую-то информацию. Но у меня и мысли не было, что я могу здесь жить или что-то. Я просто болела каким-то новым городом, который для меня открылся такой красотой. Этот Босфор, этот воздух, вот эта вся еда, атмосфера, детали какие-то. Я человек такой творческий, и для меня это очень важно. Если такой детальный задрот, я еще себя называю. И спустя какое-то время я забыла об этом. Я заболела Италией, уже другие мысли, другая жизнь, все начало меняться в жизни. И прошло много-много-много лет. Я забыла об этом. И уже здесь, в Стамбуле, будучи, я вспомнила, что вот такой был фрагмент, когда я болела этим городом какое-то время. И тут две развилки. Либо я это притянула тогда, то есть, как говорят, бойтесь мечтать, мечты имеют свойство сбываться. Либо наоборот, я уже интуитивно знала, что я буду здесь, и тогда я почувствовала эту любовь и коннект с этим городом. Не знаю, что-то одно из двух точно. В общем, я сегодня здесь, 4 года, как я в Стамбуле. Когда я переехала, было, конечно, очень сложно. Иммигрантская жизнь, она такая. Это не просто в совершенно чужой стране, с новым языком, который ты не знаешь, с ребенком, который должен учиться в школе, с документами, которые нужно получать и собирать кипу бумаги, и с бюрократическими какими-то штуками сталкиваешься, и с арендой квартиры, и со страховками по здоровью. Очень много вопросов. Я была одна, я приехала сюда не за мужем. С моим нынешним мужем мы тогда не были даже знакомы, потому что очень многие думают, что я сюда переехала к мужчине. На самом деле нет. Я прожила здесь, по-моему, около года с дочкой. Мы сняли квартиру. Я усиленно искала работу, потому что жить надо на что-то. Тогда еще Стамбул был нормальный по ценам, но через какое-то время цены поползли вверх. Я нашла работу, мне тоже повезло. В Инстаграме меня нашли и предложили мне работу private chef. Я сначала отказалась, как бы это не работа моей мечты. Потом я поняла, что почему бы не попробовать. Это сложная работа очень. То есть я делала полное сопровождение, фуд-сопровождение у одной семьи русской. Составляла меню, закупала продукты, готовила им 3 раза в неделю. В контейнера складывали мы все это. Меню было разнообразное, каждую неделю разное. И шофер все приезжал и забирал это. Работала я, по-моему, около 2 лет так. Чему рада, очень благодарна этой семье. Как мы сотрудничали, как все это было. Здорово, хорошие, чудесные люди. Вот. Но так сложилось, что у меня начались проблемы со здоровьем из-за всего этого бешеного стрессового опыта и физической нагрузки во всех этих сложных процессах. Натаскалась тяжестей, и у меня посыпалось здоровье по всем фронтам. В итоге сейчас я полноценно кухней не занимаюсь, я отказалась полностью от кейтеринга и подобных проектов. И каждый раз, когда меня приглашают, я, скрипя сердцем, говорю нет. Хотя потому что там хорошие заработки, это то, что я умею и люблю делать, но я поняла, что я хочу идти в другое направление. Я хочу остаться в кулинарии, но заниматься больше социальными сетями, ютубом, быть проводником между людьми и историей, между людьми и кухнями мира. Что-то, чем я могу делиться с вами. И мне кажется, я правильно делаю. Муж мой турок. Познакомились мы где-то через год на сайте знакомств на Тиндере. И он мне так понравилось, как мягко, спокойно так написал мне: ты мне понравилась, я хочу с тобой встретиться, можно тебя пригласить в кино. Опыт у меня был уже знакомств на Тиндере негативный, поэтому я так как-то очень скептически говорю, ну ладно. Потому что очень аккуратно, интеллигентно написал мне сообщение. Мы познакомились, и так он мне понравился, такой спокойный, интеллигентный мужчина, и мы продолжили общение. И так получилось, что между нашим знакомством, нашими отношениями и женитьбой буквально полгода было. Ой, шмель! Это он мне такой... Может быть, это мой муж в обличии шмеля? Так вот, мы приняли это решение поспешно, потому что время поджимало к продлению вида на жительство, и в то время их очень плохо выдавали гражданам Российской Федерации. И если бы я подалась, наверное, снова на туристический, мне бы, скорее всего, пришел отказ. И он
просто все это взвесив без меня, сказал, он мне сделал предложение. Я так удивилась даже, наверное, немного его поспешности. Но он сказал, что нам с тобой так хорошо вместе, зачем тянуть, давай поженимся. Это облегчит все наши проблемы с документами. То есть я как бы говорю, ну логично. В общем, и мы поспешно, можно сказать, через полгода или через 8 месяцев мы поженились. И вот мы вместе. Вникать в какие-то личные вопросы я, наверное, не буду. Дочка моя в порядке, ей 20 лет, она здесь отучилась в государственном турецком лицее. 3 года окончила лицей, это старшая школа, и сейчас готовится к университету. По поводу дочки, да, было очень сложно, потому что она не знает практически языка, пошла учиться в государственную школу, где все турки и никто не говорит по-английски. Ей просто повезло, что некоторые друзья говорили ее по-английски, одноклассники, она с ними общалась в основном на нем. И до сих пор тяжело. Это такой нелегкий опыт для подростка. Но, наверное, все к лучшему. Вот такая моя история жизни. Наверное, все остальные вопросы касаемо меня и чего-то еще, я, наверное, опубликую в следующих каких-то видео. Можете писать вопросы какие-то, если я не на все ответила. Вот, ну и перейдем к видео, к самому. Это видео будет достаточно таким легким, без нагрузки по рецептам, больше живым лайфстайл, наверное, поездка на море, домашний быт какой-то, приготовление одного ужина, в нем будет 3 рецепта. И все, в принципе. Я решила, что это видео мы такое сделаем. Видео каникулы. Немножко отдохнем от сложных каких-то рецептов, от истории, от прогулок таких сложных по Стамбулу, где много исторических повесток. И уже следующее видео, я уже придумала несколько тем, будут очень интересные темы по определенным видам продуктов или по определенным группам каких-то блюд, где мы больше будем углубляться в историю. Так что желаю вам хорошего просмотра, спасибо, что вы со мной, спасибо за чудесные, добрые, такие классные комментарии, которые меня так поддерживают и окрыляют. Спасибо за ваши лайки, спасибо за ваши подписки. Я вас уже очень люблю и благодарю вас за все это. Поэтому поехали! Ребят, привет! У меня сегодня огородные дела на балконе, кое-какие перестановки, потому что у нас все жарче. И какие-то цветы я принесла с других открытых подоконников, чтобы спасти от жары. Декоративные оливки принесла сюда. В общем-то, а герань унесла на солнечные места. Она, в принципе, солнцестойкая и ей будет вполне комфортно. Ну, а я занимаюсь сегодня пересадкой базилика. Я обожаю вот такой итальянский зеленый базилик, но почему-то в этом году я не могу его найти нигде рассадой. Совершенно другие сорта продают. У меня вот есть такой базилик, более ароматный такой, он более на мяту похож. Но я люблю именно вот этот. Также у меня есть вот такой базилик, тоже другой сорт я вырастила. Вот. Ну и что я сделала? Я просто купила пучок базилика для еды, поставила вот в такие рюмочки, налила воды, и вот мы видим, какое происходит волшебство. Они очень хорошо, благодатно дают корни, достаточно быстро. И сейчас я буду пересаживать вот в такой бетонный горшок красивый. Посмотрим, как они будут себя там чувствовать. И примутся они или нет. Надеюсь, все будет хорошо. Ну, вот такие новости с балкона. Мы сегодня укатили к морю. Не были здесь, наверное, месяц. И я поняла, что для меня море стало наркотиком. У меня были какие-то тяжелые очень морально и по физическому здоровью дни. И я понимала, что только море меня излечит. Я сегодня мужу говорю, не в 11 выходной за долгое время. Я говорю, нос, кровь, мы должны попасть на море, и я должна провести много времени в воде. И я была права. Здесь, кстати, Черное море, пляжи песчаные, никаких камней. Как, например, в Сочи. Я жила в Сочи несколько лет, и там совершенно другая картинка. Для меня было открытием. Надо же, что в Стамбуле в часе езды море с абсолютно желтым красивым песком, никаких камней, очень медленный вход до глубины. Но здесь очень опасно, когда высокие волны, очень много людей тонет. Здесь есть вот это вот течение, которое тебя засасывает, и
говорят, что даже прям за лето очень большое количество людей тонет. Ну, так бывает в некоторых местах морских. Что с этим можно сделать? Быть аккуратными и не плыть против течения, а плыть параллельно берегу всегда нужно в таких ситуациях, насколько я поняла. Hello, друзья! У меня время готовить ужин, и я хочу этот ужин сегодня приготовить вместе с вами. Я уже в своем любимом фартуке рабочем, и хочу сегодня сделать несколько блюд. Они все достаточно простые, летние. Первое блюдо будет запеченный нут в духовке с лимонным соком, с красным луком и лимонной цедрой. И второе блюдо я хочу сделать салат с сыром, халуми и арбузом и рукколой. Достаточно летний, вкусный, сочный салат. И, возможно, я сделаю кюфте на шпажке. Посмотрю по настроению и по сытости, как будет сильный аппетит, не сильный. В общем, если голодные, то обязательно сделаем. Если нет, то как-нибудь в следующий раз. Поэтому давайте приступим. Я подготовила вот такую форму. Здесь у меня лимон, красный лук и нут, который я сейчас промою. Луковица. Я ее нарезаю очень-очень мелко и слегка обжарю на оливковом масле с долькой чесночка. Немного пассеровала и выкладываю вместе с маслом, с оливковым, форму для запекания. Сверху я добавляю нут промытый. Нам нужна также цедра лимона. Вот такие слайсы. Понадобится нам их 2. Посолим. Немного черного перца. Далее сухой тимьянчик. Далее по рецепту мы можем добавить куриный бульон или овощной. Но у меня все впритык, времени особо нету, поэтому я добавлю сухой бульончик для вкуса более богатого. Я, конечно, не часто их использую. Все-таки это не совсем натуральная история, но раз в полгода ничего страшного добавить один маленький кубик. Так, и вливаем наш бульон. Также я добавлю для вкуса пару листиков лаврового листа. Лавровый лист я храню вот в таком холщовом мешочке.
что очень удобно. Немного сбрызнем extra virgin olive oil. И отправляем запекаться где-то на 20-30 минут. Также я хочу подготовить фарш. Вот у меня здесь килограмм смешанного фарша, баранина с говядиной. Я его сейчас подготовлю. Специи разные, болгарский перчик сладкий, лучок, чесночок. Все это нужное количество оставлю. Остальное я уберу в морозильник, так как это очень удобно доставать. И последний штрих. Разные специи. Здесь у меня соль, черный перец, острый перец с хлопьями. Здесь сладкая паприка, кумин и тимьянчик. Можно добавить также сухую мяту. Вводим все. И тщательно все вымешиваем. Именно такой классический набор специй добавляют турецкие хозяйки в свой фарш. Делают кёфте и много-много разных блюд. Вкус очень сильно отличается с этими специями и с добавлением сладкого перца от того, к чему привыкли мы, жители славянских стран. Мне вкус этот очень нравится. Ну и плюс у них очень сильно отличается мясо по вкусу. Оно кому-то наоборот не нравится, говорит, что в России мясо, например, вкуснее. А кому-то наоборот очень нравится турецкое мясо. Я одна из тех, кому нравится. У него очень отличается вкус. Я думаю, все зависит от того, чем кормят, конечно же, животных. И здесь и баранина ароматная, и говядина ароматная. И дальше из готового фарша я буду формировать кюфте. И буду сейчас вокруг них делать такие маленькие котлетки. Наверное, в русскоязычных странах принято это называть люля-кебабом. Ну, наверное, да. Здесь, в Турции, люля-кебаб я слова вообще не слышала. Я думаю, наверное, скорее это азербайджанское направление. Хотя надо поинтересоваться. Но в Турции точно нет такого вида кебаба, люля-кебаб. Ну что, вот наши кёфте, кебабы готовы. Сейчас я буду ставить их, запекать прямо рядом с нутом до готовности. И параллельно будем с вами делать чудесный салат с сыром халуми. Итак, салат я буду формировать на такой тарелке, которая будет сочетаться красиво с красным арбузом, зеленой рукколой. Я ее промытую, чуть-чуть просушенную сейчас произвольно сформирую. Вот, посмотрите, даже сорняк попался. Забавно. Руккола здесь в Турции крупная, поэтому ее либо пополам ломать, либо целиком, кому как нравится. Она достаточно пряная, такая остренькая. Мне она этим очень нравится, вот этой горчинкой. Я почему-то рукколу полюбила именно в Турции. Раньше я как-то к ней очень спокойно относилась, даже, скажем так, равнодушно. Ну и черед арбуза, который мы с вами ранее нарезали. Я очистила их по возможности от косточек, которые некоторые пропустила. Выкладываем сверху. Я не люблю очень мелкие кусочки арбуза. Вот такие среднего размера. Мне кажется, подходит оптимально для такого салата. Далее я нарежу сыр халуми, он же хелим пейнир здесь называется в Турции. Как я уже говорила ранее, как-то он бывает разной солености. Если вот этот будет соленый, то солить салат мы с вами не будем. Нарезаю брусочками, не очень тонкими, чтобы он хорошо прожарился и не прилип. Я, наверное, еще нарежу вот на такие диагональные полосочки.
Ну, а соус к этому салату будет очень простой. Нам нужно с вами только лишь сок лайма. И оливковое масло. Хорошенько перемешиваем. Пробуем. Все-таки я хочу немножко посолить сам соус. Уж очень он пресный. Выкладываем наш сыр халуми. Присыпаем грецкими орешками. Также можно использовать фисташки. Присыпаем мелко нарезанной мятой. Это и идеальное сочетание. Сок лайма, арбуз, мята, руккола. Все такое летнее. Также я хочу добавить немного хлопьев чили. Тоже будет очень контрастно. И поливаем нашим соусом. Вот такой красивый, яркий салат с арбузом, рукколой и сыром халуми. И так он хорошо сочетается с этой скатертью. Мне кажется, это настоящее лето на тарелке. Обязательно попробуйте этот салат. Если вы не найдете халуми, потому что не все его знают, не все его покупают, можно заменить на фету, брынзу. Но тут уже, я думаю, что не стоит добавлять сок лайма и мяту. Это уже другая история. Если вы добавляете фету или брынзу, добавьте тимьян, можно свежий тимьян и обычный лимон, либо какой-нибудь винный уксус. Тогда это будет средиземноморская история. А здесь скорее мексиканская. Приятного аппетита! Так, я достала наш запеченный нут. Вот так он выглядит. Ой, как вкусно пахнет! Вы не представляете. У нас осталось сделать один штрих, добавить лимонный сок. Это блюдо любит много лимонного сока. Оно родом из Греции, поэтому в греческой кухне просто все с лимонным соком. Даже картофель. Я выжму половинку. Греки бы, наверное, выжили целый лимон. Но мы не греки, поэтому... Так, мы его перемешаем сейчас. Берем лавровые листики. И будем подавать к столу. Буду сервировать вот на эту тарелочку наши шпажки. Некоторые разъехались. Ну, я знаю, в чем причина. Я слишком мало времени взбивала фарш. Он должен биться долгое время. Можно сказать, массаж ему нужно делать, чтобы основа, точнее фарш, был липкий, податливый. Ну, я думаю, ничего страшного. В следующий раз я не буду лениться. Уделю должное внимание. Вот так они выглядят. И потрясающий соус, который я, конечно же, немножко полью. Ну что, дорогие, что у нас с вами вышло? Вышел потрясающий салат, запеченный нут и вкусные кёфте. Сбалансированный, насыщенный и достаточно полезный ужин, я считаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой из блюд вам понравилось особенно, какое больше в вашем вкусе, или все вместе вы бы хотели отведать, и какое обязательно приготовите. Мне очень-очень это интересно, я буду вам благодарна обратной связи. Так что спасибо, я побежала кормить свою семью ужином. Приятного аппетита! Топаю сегодня на пилатес. Вот в этом торговом центре у нас находится наш фитнес. Он еще и аутлет, что очень удобно. Часто можно что-нибудь классное прикупить. Сегодня хочу купальник новый посмотреть.
вторник опять едем на море. Тренировка закончилась. Я на террасе. Решила позаниматься немножко дыхательными практиками, пока здесь никого нет. У меня сегодня был пилатес, беговая дорожка немножко, полчаса, но что-то я с непривычки запыхалась на пилатесе, совсем не важно мне было после. Все делала очень медленно потом. Ну вот, дыхательные практики на свежем воздухе с ветром. Самое оно. Лохматое. Пора домой. Ben bir daha bir araba kiralamıyorum. Sen üstüne kanka çok böyle oldu bak. Привет, дорогие! Мы сегодня снова приехали в Шиле, уже вдвоем с мужем. И после моря наплавались, назагорались и заехали в любимое место, точнее, к вот такому маяку. Здесь рядом есть классный ресторанчик, кафешечка. Мы попили кофе, сделали много чудесных фотографий. Вообще этот маяк очень старинный, ему много столетий. И он действующий, шикарно освещает вечером и ночью окружающее все. Море, город. Очень красиво. Ну, а с маяка открываются вот такие виды. Просто сумасшедшие. А еще у нас скоро годовщина свадьбы, 11 июля. Расписались, в общем, бракосочетание у нас состоялось как раз-таки здесь, в этом городке. И у нас есть фотографии прямо около маяка в день свадьбы. Поэтому для нас это место особенное. Они открыли маленькую кафешку прямо у смотровой площадки. Так здорово. Раньше здесь не было ничего. И продают сувенирчики здесь. Ну и вот наш красивый маяк. Ой, как я его люблю. Посмотрите, какой красивый. Мы приехали перекусить по дороге на трассе. Вот такие кафешечки с традиционной локальной турецкой кухней. Teşekkür ederim. Ого. Это турецкий чебурек. Посмотрите на этот размер. А вы задумывались вообще, что такое чи-бörek? Бörek. Это бörek. Чи – это свежее мясо. Я имею в виду, что и с мясом делается. Поэтому и переводится так. Так что задумайся, откуда этот товарищ в России. Teşekkür ederim. Розмаринчика бабушка подарила. Какой мощный.